этот день, 86 лет назад, с 9 на 10 ноября 1938 года, нацистские штурмовики устроили первый массовый еврейский погром. Громили синагоги, принадлежащие евреям магазины врывались в квартиры, избивали людей за то, что они принадлежат чужой культуре. По официальной версии погибло 90 человек, по неофициальной – 1000. Было арестовано 30 тысяч человек. Это страшное событие получило название «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин», когда все улицы были усеяны осколками битого стекла после того, как были разбиты окна зданий, принадлежащих евреям. Евреи, сотни лет жившие в Германии, считавшие родным немецкий язык и культуру, не могли поверить, что это массовый погром станет реальностью, а их вчерашние друзья и добрые соседи явят миру поистине звериный облик. И до сих пор главным вопросом остается то, как народ, подаривший миру Гёте, Шиллера, мог за несколько лет превратиться в толпу безжалостных убийц. Эта ночь стала для нацистов Рубиконом. От словесных угроз, ущемлений в правах и политики вытеснения они перешли к откровенному, ничем не прикрытому насилию. Причем террор был санкционирован на государственном уровне. По сути, это было началом Холокоста. Не случайно именно 9 ноября отмечается Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Около 130 тысяч из полумиллиона немецких евреев покинули страну с 1933 по 1937 год. Большинство из них уехали в соседние страны – Голландию, Бельгию, Чехию, Австрию и Францию, через несколько лет так или иначе вошедших в состав Рейха. И тогда для этих людей все повторилось снова. Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Эрих Фромм, Леон Фехтвангер, Томас и Генрих Манн, Эрих Мария Ремарк. Перечислять потери немецкой науки и культуры при нацистах можно почти бесконечно. Только нобелевских лауреатов, уже имевших премию или получивших ее позже, из Германии в 1930-е годы уехало около 2 десятков. Проект «Камни преткновения» Стольперштейн – это общественный арт-проект немецкого художника Гюнтера Демнига, который стартовал в 1990 году. Этот проект является уникальной попыткой сохранить память о жертвах нацизма и Холокоста в самых разных уголках Европы. Гюнтер Демниг родился в 1947 году в Кёльне и стал известен своим необычным подходом к памятникам и мемориалам. В 1980-е годы он начал работать с темой памяти и исторической ответственности, изучая, как можно вспомнить трагические события и их жертв в городской среде. Его внимание привлекали участки городской инфраструктуры, которые являются повседневным пространством для людей, но не всегда ассоциируются с историческими событиями. Проект «Камни преткновения» был задуман как способ, чтобы не забыть тех, кто пострадал от нацистского режима, а именно евреев, цыган, политических заключенных, людей с психическими или физическими особенностями, гомосексуалов и других людей, которые стали жертвами преследований в годы Второй мировой войны. В 1990 году Демниг установил первые такие камни в Кёльне. Камни преткновения – это медные таблички размером 10 на 10 сантиметров, установленные в тротуарах перед домами, в которых когда-то жили или проживали жертвы нацистского режима. На каждой табличке выгравировано имя, дата рождения, дата ареста или депортации, а также место смерти, если оно известно. Работы по изготовлению и установке камней финансируются за счет спонсорских взносов, пожертвований. Каждый обходится примерно в 130 евро. При этом количество заявок так велико, что на сегодня расписание художника полностью занято. Название «Камни преткновения» символизирует не только физический акт преткновения или спотыкания, когда человек невольно наступает на камень, но и метафорическое значение – спотыкание о память, о человеческую историю, о трагедию прошлого, которая не должна быть забыта. Каждый камень – это индивидуальный мемориал, а не обобщенный памятник. Демниг подчеркивает, что важно помнить о каждом человеке, а не только о массовых трагедиях. Это позволяет создать персонализированные, близкие каждому моменты памяти, в отличие от традиционных мемориалов, которые могут быть более отстраненными и абстрактными. Проект быстро приобрел популярность, и к 1990 годам камни начали появляться в других городах Германии и за ее пределами. На сегодняшний день камни преткновения можно встретить в более чем 1200 городах и населенных пунктах
в 27 странах Европы, включая Австрию, Нидерланды, Францию, Италию, Чехию, Польшу, Испанию и другие. Некоторые камни установлены и за пределами Европы, например, в Израиле, Аргентине и даже в США. В 2013 году камни преткновения появились и в России. Демник, как и всегда, лично прибыл в Орел, чтобы заложить 4 камня. 2 из них для еврейских детей, которых усыновила русская семья после того, как их родители были арестованы НКВД. После прихода немцев они были схвачены и погибли в газовой камере. 3 камень для еврейской женщины-врача, убитой немцами. 4 для русского врача, работавшей в лазарете и тайно помогавшей партизанам. По признанию организаторов, в городе сильно удивились этому выбору. Почему чествуют не героев сражений, а женщин и детей? Но со временем жители приняли этот выбор и даже стали гордиться тем, что Орел стал первым российским городом в проекте. Но в этом списке никогда не было Мюнхена. Звучит как злая ирония, но камни преткновения в городе, где зародилась нацистская идеология, запрещены. Впервые запрет был наложен в 2004 году, когда проект еще только развивался. 10 лет после этого местные активисты собирали подписи в его поддержку. Масштаб акции был огромный. Открытое письмо, в котором известные актеры, режиссеры, политики, историки и простые жители требовали от города разрешения, подписали 100 тысяч человек. Мюнхену есть что вспомнить. На сегодня известно о 3000 евреев, депортированных из города в лагеря смерти. Число других жертв, политических врагов, религиозных деятелей, жертв эвтаназии до сих пор остается неизвестным. Но проект был отклонен в очередной раз. «Человека забывают, когда забывают его имя», говорит Демник о своем проекте, цитируя Талмуд. Несмотря на огромные масштабы работы, он отказывается автоматизировать процесс изготовления табличек. Каждая делается вручную и устанавливается Демнигом, его партнером Михаэлем Фридлендером вручную, а горожане ухаживают за ними, исправно стирая образующийся от времени налет на металле. Проект получил поддержку от множества организаций, а также от местных общин, которые видят в этом важный способ борьбы с забыванием исторических событий. Процесс установки камней является частью общественного взаимодействия, часто включающего сотрудничество с местными жителями, школами и организациями. Демник активно работает с историками, а также с родственниками жертв, чтобы собрать точную информацию для каждой таблички. Некоторые камни ставятся в памяти о людях, чьи имена и истории стали известны только после глубоких исследований. Документы Габурского ЗАГСа бесстрастно хранят данные о 49 младенческих смертях только в одном женском лагере Лангенхорн. На принудительные работы сюда свозили заключенных из России, Украины, Литвы, Эстонии, Польши, Венгрии, Чехии. Некоторые из 500 евреек, цыганок и криминальных элементов пребывали в лагере на последних сроках беременности. Однако от 12-часовой рабочей смены, на благо Германии, их это не освобождало. Для родов женщины направлялись в городскую клинику, после чего возвращались с ребенком назад к станку. Немногим детям удавалось прожить чуть более месяца. Большинство умирало спустя несколько дней. Лагерный врач Блументаль, устанавливавший причину смерти, после войны с трудом вспоминал о том, что в лагере были младенцы. Впрочем, причиной гибели была только одна – тяжелая форма нарушения пищеварения. Официальная норма питания новорожденных – пол-литра молока в сутки – оставалась только на бумаге. Также проект привлекает внимание людей к историческим процессам, связанным с нацизмом, и заставляет их размышлять о роли их собственных городов в этих событиях. В некоторых случаях установка камней становилась поводом для публичных обсуждений, что помогает людям глубже понять последствия Второй мировой войны и нацизма для Европы и мира. Проект Гюнтера Демнига стал не просто способом увековечивания памяти о жертвах нацизма, но и важным инструментом для современных поколений, чтобы понять важность борьбы с историческим забыванием и отрицанием. Камни преткновения напоминают нам о ценности человеческой жизни и о том, как трагические события могут оставлять незаживающие следы в истории, а также как важно помнить о прошлом, чтобы предотвратить его повторение. Проект также подвергается некоторым критикам, особенно со стороны тех, кто считает, что установка таких камней может быть воспринята как коммерциализация трагедий. Однако в целом это остается одним из самых заметных и эффективных способов сохранения памяти в общественном пространстве, который объединяет искусство и общественную ответственность. Камни преткновения – это не просто памятники, а средства, через которые люди могут ощутить связь с историей, пережить ее в личном контексте, быть вовлеченными в процесс памяти и осознания ответственности. В отличие от крупных памятников и мемориалов, камни преткновения невелики, но их значимость огромна.
ведь они наполняют повседневное пространство людьми, чьи жизни были уничтожены в ходе Холокоста. Однако опрос, проведенный в 2019 году, показал, большинство немцев считает, что Германия сполна искупила вину. Однако, согласно тому же исследованию, более 34% немцев допускает возможность возвращения диктатуры. Характерно, что меньше всего в это верят избиратели АФД, альтернативы для Германии, партии, лидер которой периодически выступает с заявлениями, что в истории Третьего Рейха не все так однозначно, и что не стоит немецкой молодежи прививать чувство вины. В федеральной земле Баден-Вюртемберг депутаты от АФД пытались сократить объем средств, выделяемый на поддержку памятников жертвам нацизма, мотивируя это тем, что страна должна фокусироваться на позитивных моментах своей истории. Иными словами, борьба за немецкое прошлое и культуру памяти все еще продолжается.